Можем. Пойдем. Моя колосс. Моя колосс. Мои куколки. Ну что, готовы в Барселоне побомжевать? А, мы еще не говорим, что мы в Барселоне, да? Говорим. Еще раз думай, а куда ж мы прилетели? Нет, ну типа обычно у вас привет, и мы в По Барселоне. настроению, да. Так, Это необычный выпуск «Орла и решки». Это спецпроект «Орел и решка. Неизданное со звездами», посвященный десятилетию любимой программы. Да просто дебилизм чуть-чуть. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Мы покажем все, что не попало в монтаж официальных версий. Все, что осталось за кадром. ой, сосочки набухли. Все, что было вырезано цензурой. Мы покажем вам 50 минут чистого эксклюзива. Еще больше звезд. Конечно, не такая красивая, как грудь у Седоковой, но... Еще больше «Орла и решки». Со мной «Орел и решка» может быть грязной версией какой-то. Ола, говорю тебе! Сотни стран и тысячи городов. Путешествие с «Орел и решка» — это всегда изобилие эмоций, впечатлений и возможностей. Берем от приключений все. Вместе с премиальной картой MasterCard. Вот это уровень. Вот это я люблю. Важно знать только пароль и выделить каких-то пару секунд для удобной оплаты. Сюда мы... Бон диа, правильно Бон диа, брат. Карты. О. меня. Праздничный сезон в честь десятилетия «Орла и решки» мы пригласили провести 21 суперзвезду. Всем привет! Привет всем! Всем привет. Даже не ожидала, что я это сделаю. Звездам пришлось делать все то же самое, что делают наши обычные ведущие. Подбрасывать монетку, питаться экзотической едой, пробовать экстремальные развлечения и, конечно, им пришлось общаться с местными. Do you speak English? No? Yeah? Yeah? Вы сказали на моем практически втором родном языке «soul». Мы уже как-то привыкли, что у многих наших ведущих уровень английского Настя Ивлеева. Go this way, потом пару кварталов и сворачиваем to the left. Окей. И потом все время прямо go. Но звездные ведущие нас очень удивили. После ивлеевского английского это был мед для ушей. I go to there and go to here. Oh, no, I don't want to touch anything. Other than that, just enjoy the flight. Just enjoy. Show me the place. Show me around. Yeah, okay. Thanks. I saw this woman today and even have a picture with her. Даже у мамы Верки Сердючки оказался очень даже fluent English. Как зовут, спроси? What is your name? Чтобы вы понимали, у нас даже появился собственный English teacher. Знакомьтесь, children. Это Илья Владимирович Прусикин. Hello. Let's try. Что в переводе с английского? Давайте попробуем. Closed. Closed с английского закрыто. Iced tea. Iced tea в переводе холодный чай. Death. Что в переводе с английского смерть. Дождь. Every time. Это на английском перевожу все время. Читайте. Swim with whale sharks. Что в переводе с английского плавание с акулами. Shooting ranch. Что в переводе с английского стрелять ранчо. Держитесь меня, и вы научитесь говорить на английском. Не впечатляет английский? Наши звезды могли и по-испански. Mucho gusto, Ana. Oh, necesito ir a las cavernas de Venada. Buenos días, капитан! Heladito. Первый раз в «Орле и решке» была ведущая, для которой испанский язык был родным. ¿Y cuáles son las frases que les guste de Santa Cruz? Todingo. Todingo, ¿qué es todingo? Todo. Bienvenidos, это welcome, my friends.
Как будет welcome на русском? А в Португалии Гудков и Дорн даже справились с португальским. Сейчас я скажу одну фразу. Você tem uma saia linda. Sete saias. Милейший, кого ловить-то будем сегодня? O mais querido que vamos pegar hoje. Que nós, a lampreia que eu caço... Há 30 anos apanhar esse belíssimo peixe que é a lampreia, que vem desovar a Penacova. Итак, что сказал нам генерал? Потому что мы собираемся поймать... Мы собираемся поймать миногу на реке Мандега, потому что в Пенаково во времена миноги была полиция. И мне нравится ходить в яму, чтобы съесть хорошую миногу. Да это полнейший сюр, дядя Жорж. Да, это мы. Она купила это здесь. Я охотюсь с 30 по 30 лет, чтобы поймать эту чудесную рыбу. Это минога, которая попробует яму, и это не рыба. Верно, человек — это не цикл. Это полнейший сюр. Правда, потом понадобился переводчик переводчика. Значит, он говорит, что да, действительно, в зависимости от зоны, потому что мы ее выращиваем здесь, в Пенаково, она водится в реках. В двух словах, друзья, именно здесь эта рыба является деликатесом, потому что она очень жирная, и когда она рождается и уплывает, она жирная, Слизкая и тому подобное. Когда она из океана возвращается сюда, она борется против течения, благодаря этому теряет огромное количество жира, становится не такой жирной, не такой слизкой и противной. Я не понял, а зачем меня приглашали? Сейчас, и погуляй, мальчик. Снимай, что случилось, снимай. Что случилось? Смотри, у нас колесо! У нас в неизданном есть рубрика «Истории со съемок». В ней мы рассказываем разные случаи, которые произошли с нами в путешествии. Шляпа! В сезоне «Орел и решка. 10 лет» у каждого звездного ведущего есть своя история, которую он запомнит на всю жизнь. Артем из группы «Артик и Асти» никогда не забудет, как после съемок в Коста-Рике у него брали тест на коронавирус. Ты чего, блин? Это самый стрёмный тест, который меня брали. Second? What the А Саша Гудков, наверное, до сих пор не может согреться после ночи в неотапливаемой португальской квартире. Ты выжил? Я как выжим в коне мертвом. Ди Каприо. Сейчас, подожди, поставь на разморозку. Сейчас я провернусь в микроволновке чуть-чуть. А ты что, ночью голову мыл? Да вспотел. Это иней, конденсат. Я чую запах просто. Костя пришел на запах утром. В Барселоне у Верки Сердючки с мамой произошла одна не очень приятная история. Помните? А кто не помнит, посмотрите, как мама собралась купаться с акулами. Вы купальник взяли? Так вот, оказалось, что мама забыла купальник. Нам пришлось отложить съемку и идти в ближайший магазин. В Барселону мы приехали как раз в тот день, когда ослабили карантинные ограничения. Бутики открылись, и весь народ ломанулся на шопинг. Ой, хватит. Уже ни конца, ни края все очереди. Стоять в Барселоне в очередь. Маме захотелось поплавать с акулой. Купальника нема. А тобі жалко, да? Мені нічого не жалко. Мені для вас нічого не жалко. Тим більше карточка не моя. Ну, коли в мене буде така можливість ще поплавати з акулою? Дійсно. Бедная акула. Мне акулу жалко. Орел и решка. Люди тратятся такие деньги. Все для вас. Вона забула купальник. Тем более, у вас же был хороший купальник. Я не забула, він став для моєї попи маленький. Очередь быстро пройди, собі щось купиш. Мне ничего не надо, у меня все есть. Девочки, я стояла. Смотрю. Не скандальте, извините. Можно аккуратнее чуть-чуть?
А вот с Надей Дорофеевой в Иордании случилась история, конец которой она, скорее всего, не помнит. Опять я не могу. Тут какая проблемка? О, все. Так, боже мой, ну когда я научусь из нее выходить? В общем, дело было так. Надя приехала на дегустацию в самую известную винодельню Иордании. Вино в исламской стране, как такое возможно? Нам стало интересно, отличается ли оно от нашего вина. Дегустацию начали с иорданского шардоне. Боже, теперь я буду всегда так в ресторанах делать. Ну, видели же в фильмах так всегда? Все делают, чтобы воздух там что-то... I like it. Буду с вами вот честно и максимально. Безумно вкусное вино, очень нежное, приятное. Я бы назвала это эксклюзивная коллекция 2014 года. И у меня начинает меняться настроение. Так, пойдемте дальше, окей. Вслед за шардоне пошла визитная карточка винодельни «Шираз». По поводу, кстати, сорта «Шираз». Я впервые слышу об этом сорте. Он считается самым популярным здесь, в Иордании. И что дальше там было? Фирменным иорданским вином считается сорт «Шираз». Он идеально растет в местном климате, и это не удивительно, потому что его родина Персия, сейчас это Иран. И сейчас мы будем пробовать этот сорт. Запах приятный, чем-то мне напоминает мерло, если честно. Ну, какой хороший день сегодня. Ну, а потом... Я готова. А потом Надю было уже не остановить. This rosé is made out of Shiraz. It smells strawberries in there. Я думаю, что мне пора закусить чуть-чуть. Потому что уже я начинаю чуть-чуть пьянеть. Cheers. У меня меняется взгляд, скажите? Классная съемка, классное вино. Это, кстати, покрепче. Вот чем оно... Не смейся надо мной. Это, кстати, покрепче. Мне прям становится труднее разговаривать, хотя, по сути, я пробую только 5-й сорт. Ой, что-то жарко стало как-то. Вам не жарко, никому нет? Bottle number 1739. Класс, это лимитированная коллекция. Всего таких бутылок 2316, и одну из них мы сегодня открыли. Просто бабки не проблема, сегодня можем себе позволить любое дорогое вино. Ну, с днем рождения. Сколько раз я скажу? С днем рождения, Орел и Решка. Ну, что ты смеешься? Я подъела уже. Мне классное настроение. 10 лет, знаешь, бывает раз в 10 лет. Как будто я люблю тебя, Португалия. Mi amore Portogallia, mi amore Portogallia, portoghese mi amore portoghese. А теперь всем меломанам приготовиться. Настало время хит-парада лучших треков сезона. Только в сезоне «Орел и Решка. 10 лет со звездами» это были не обычные треки, а хиты наших звезд. Мы сами не ожидали, что известные нам треки зазвучат совсем по-другому, когда отправятся в путешествие с Орлом и Решкой. Посмотрите, как томно трек Вани Дорна «Ренессанс» встретил закат в Португалии. Я не знаю, сколько в тебе осталось места для меня. Видимо, нет, я подожду. Простывшей весной закат унес тепло с собой. Мне же тебя нужно вернуть.
Послушайте, как затанцевал боливийский город Санта-Крус под трек Мишель Андраде «Амор». Nunca termina, siempre contigo, tú sabes, es tan lindo esto del amor. Nunca termina, es fuego eterno, increíblemente es este amor. Бесконечная моя любовь. Please. Gracias, muchas gracias. Какой бы трек так круто показал нам величие колумбийского чуда света скалы Эль Пиньон? Только Stones от группы The Hard Kiss. Long ago, wise men truly found that indeed our old planet's round, and there's no way to run away. It's time to give a stone, it's time to figure out this world of love. Catch this fire that's coming out of stones. А если в путешествии взять с собой трек Веры Брежневой «Ты не один», то в любой точке мира люди вам будут становиться друзьями. Пусть тебе приснится птица и синица превратится в журавля, который прилетит с небес. И в далекой за границей, даже если что случится, помни, мой родной, ты не один здесь. Ты не один здесь, ты не один здесь, ты не один, ты не один, ты не один здесь, ты не один здесь, ты не один здесь, ты не один, ты не один здесь. Ты не один, ты не один, ты не один, здесь целый мир. И, конечно же, дождь из шампанского. Зажигательная диско Make It Rain Champagne от Верки Сердючки, с которой танцевала вся Барселона. Make it rain champagne. Вы думаете, да, Панама? Это, наверное, из-за того, что шляпа... Для многих наших звезд стало неожиданностью, что после съемок работа ведущего «Орла и решки» не заканчивается. Ведь нужно еще начитывать для программы закадровый текст. Какие фотографии они делали, какие восхищения были. Ну что, готовы послушать звездные начитки? Готовьтесь. Мои самые любимые, это уже черт. Да, не в таком номере я мечтал зачекиниться в Орле и... При слове «Португалия» все сразу представляют себе города О, да что ж ты будешь порту? На заре я выйду в туман. Да, именно так. При слове «Португалия» все сразу представляют себе города это как ты звонишь? Да, Тинечка, а вот это, кстати, рыбка называется Да шо ж... Нормальный такой разводняк за 1600 баксов, да? 1600. До карантина... Дворец построен в стиле Мануэлину. Дворец построен в стиле Мануэлину. Какое сложное объяснение. Ребятки, не переживайте, сейчас я вам информацию всю... Деревянная сидушка, чтобы попа не потела. Сейчас бы я щось тут потерялась, что моя писулька по интонации. И, конечно же, никаких кондиционеров. Кондиционеров? Кондиционеров? Мой одесский акцент.
Из миллиона... А, еще раз. Угу. Из миллиона... Да что ж, я сама зажимаю себе голос зачем-то. Даже знаменитые атлантовские бездомные куда-то потерялись. Да господи, что у меня за ступор-то? Я вот смотрю на слово и говорю вот другое. Сотні тисяч туристів. Це що ж таке? Ну це які... Як же не можу почати, не можу... Ну що ж таке? Я зацикав. Такие лимузины на свадьбах или с нетрезвыми выпускницами, да, точно. Даже знаменитые атлантовские бездомные куда-то потерялись. Господи, ну что ж я такой за идиот-то? Признаемся честно, начитывать звезд было сложнее, чем наших родненьких ведущих. То они страшно торопятся. Мы так каждую фразу будем по многу делать? У меня планы. Я собралась в Юрмалу сегодня. У меня уже муж пришел, у меня уже чуть-чуть вообще. Им вообще текст не такой. Разные латиноамериканские звезды, это я как будто бы картошку покупаю с морковкой. И я говорю, разные овощи. Звезды как овощи. Ну, типа, популярные латиноамериканские звезды. Дайте подзатыльник тому, кто это писал. Причем подзатыльник дайте учебникам грамматики. А еще заставьте его почитать чуть книг. Знаешь, типа, я, конечно, понимаю, что Чукча не читатель, Чукча писатель, но построение абсолютно не художественная фраза. Давайте тогда своими словами будем. Вы зачем меня звали? Это моя принципиальная позиция. Уж простите, но мне хотя бы где-то нужно. Это хотя бы будет не так, как у всех, понимаешь? Я смотрел позитива, боже, какая скучнятина. Извините, подача такая, а чё? На мне споткнулись, все, извините, не того позвали. Я великий экспериментатор. Ну, в общем, вы поняли. Начитки ведущих — это получился отдельный вид искусства. Одинаковые прапрапрабабушкинские. Бабушкинские. Чичин. Бабушкинские. Как правильно? Чичин. Прапрабабушкинские. Чеченица. Прапрабабушкинские платья. Всем привет! Я поздороваюсь тоже, пожалуйста, ну на секундочку. Прости, Давай. Меня люди смотрят. Начали! В столицу Иордании Амман отправилась звездная суперсемейка Надя Дорофеева и Вова Дантес. Там Вова перевыполнил норму по приключениям и новым знакомствам. Заходите. Привет, Мухаммед. Он познакомился с бывшим донецким студентом Мухаммедом, который впустил к себе переночевать. С самыми известными шаурменами Аммана, братьями Абдурахманом и Ахмедом. Hello. Было и еще одно необычное знакомство, которое мы не показали. Смотрите, это Али. Как вам такое? Али! Хай! Али Сарсур, главный модник Аммана и городская достопримечательность. Тут его знает каждый человек. Ну и каждая собака. Слушай, ну вот ты ходишь в своих костюмах. Они не только для Иордании, для Аммана, но для многих городов достаточно яркие. Эти костюмы – часть моего характера. Они отражают мой внутренний мир. А еще я шью их из ткани со старой мебели. А мебель в Иордании обычно яркая. Али, я буду очень благодарен тебе, если ты сможешь пригласить меня в гости, я так, конечно, напрашиваюсь очень серьезно, и показать все свои костюмы. Окей. Хорошо, пошли. На улицах Аммана Али максимально выбивается из общего дресс-кода. Он тут как розовая ворона. حبيب هلا يا اخوي الله يسعدك على راسي والله يعطيك العافيه. Я не могу понять, сигнал от меня или Али? Блин, так прикольно. Слушайте, это другое узнавание. Это вот по-другому. Все сигналят, все ему рады. Это так приятно. Салам алейкум. Кифик. Смотрите, написано Али Сарсур. В Харькове, кстати, на подъезде, где я жил, написано Дантес Лох. Ого!
Вау. Дамы и господа, коллекция «Зима-весна 2021». Модельер Али Сарсур. Ты можешь сказать, какой там из стула, какой из кресла, какой из дивана, что на чем было? Вот этот и этот из дивана и кресел. А вот эти из штор. И, Али, если ты мне разрешишь, я с удовольствием. Как говорится, померяю. Кстати, сколько стоят твои костюмы? 150 динаров, 170, ну и выше. Ребята, у меня 69 было с утра. Угу. Вам мне нравится тут. This is from sofa. Yes. Yes, sofa. Maybe small. It's small. Это стильно. It is style. Слушайте, ну даже если вот так вот, хопа, ну, завидный жених, да? Что-то нет. Хорошо. О! Ну, можно и выступать. Ну вот, честно говоря, смотрите, 170 динар – это в районе $200. Костюмы, в которых ходит Филипп Бедросович от Philipp Plein, гораздо дороже. Там вот эти Versace, Gabbana, все. Ребята, это прошлый век. Али. Это настоящее. Винтаж во всем его виде. А сзади посмотри. Ну просто заглядение. Сел как влитой. В этот уикенд со мной моя премиальная карта MasterCard. Как только попадает в руки, сразу чувствуешь себя роскошно. Оп, пару секунд и все готово. Премиально жить не запретишь. Через стоп. Можем? Через стоп. Через стоп. Камеры. И... Когда нашим звездным ведущим выпадала заветная безлимитная карта, многим срывала крышу от ее безлимитных возможностей. Я выиграла! Где мои бабки, карты? Деньги не проблема, да? Спасибо. Это правда можно было? Одни звезды тратили деньги только на дорогие впечатления. Моя! Но были и такие, кто решил потратить денежки на себя красивых. Надя Дорофеева в Иордании не упустила свой шанс и испробовала уникальные СПА-процедуры, которые делает себе сама королева Иордании. Благодаря им в свои 50 она выглядит максимум на 30. Говорят, секрет ее молодости именно в силе Мертвого моря. Процедура первая – это горячая джакузи с водой Мертвого моря. Горячо, 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 горячо. Боже, как горячо. Нужно быть в горячей воде, открываются поры, и сейчас лучше будет происходить процедура скрабирования, ну и грязи. Процедура вторая – скраб из соли Мертвого моря. Слушайте, но этот скраб, он очень меленький такой и очень бережно и аккуратно очищает кожу и отшелушивает ее. После скраба я чувствую себя как будто минус 5 килограмм. И процедура третья – маска для тела с грязью тоже из Мертвого моря. Я сейчас вспомнила, как мама моя говорила, что грязи – это очень-очень полезно. Я не помню, где мы были, на каком море, но мама наносила эту грязь. Она очень жутко воняла, вот прямо невозможно было рядом с ней находиться. И я с детства помню, что все, что неприятно пахнет и природно, то очень полезно и нужно делать. Вот здесь грязи не воняет, вообще абсолютно приятный запах. В спа-салоне такая процедура стоит $250. Конечно же, кто смотрит «Орел и решку», знает, что те же процедуры можно сделать в 15 раз дешевле. Всего лишь надо поехать на общественный пляж и самому наковырять грязюки. Натрёмся обильненько. Может, сиси больше вырастут. Намажем хорошенько.
Только вот несколько нюансов. Воду в море никто не подогреет, массаж никто не сделает, и ты будешь не в частном кабинете, а на глазах у изумленной публики. Ребята, хватит баловать только мозги и душу. Позаботьтесь о своем прекрасном теле. Ну а я пошла к Мертвому морю. В Канкуне Катя Варнава тоже потратила деньги с безлимитной карты на себя. Пора заняться телом физическим, тем более, что в Мексике оно изрядно поизносилось. Она решила испробовать ватсу. Это такой расслабляющий массаж в воде с элементами стретчинга. Ой, сосочки набухли. Ощущение такое, что у меня сейчас был очень долгие эротические утики в воде. На глазах у всех присутствующих и всех телезрителей. Непонятно, кто кого, но я довольна. Да простят меня все любители джинсу. Я ни в коем разе, ни в коей мере никого не хочу обидеть, но я, честно говоря, прикола вообще не поняла. Меня просто возили по воде. Не понравилось мне. Лучше бы он меня просто помял. Никит, что? Отбросил монету? Да, это ну все, ты автоматически победный. Успешный успех. Сразу понятно, кто получит $100. Бери свой рюкзак вперед. А не, я достану. Не, доставай решетку теперь уже. Ну, мы ее достанем как-то? Я достал. Достал? А что у тебя за пальцы такие? Где ты их взял? Ребятки, эти пальчики много где бывали. На родине Пабло Эскобара в колумбийском городе Медельин Никиту Алексеева монетка оставила без денег. А Юля Санина с безлимитной картой не только устроила себе тур по эскобаровским местам. Дом, где жил Эскобар, место, где его убили, и кладбище, где он похоронен. Ну и как же побывать в Колумбии и не познакомиться с его главным символом? Долгое время Колумбия считалась главным мировым поставщиком наркотиков. Но теперь все изменилось, и у страны новый главный бренд. И это кофе. Hi! Beautiful man. Thank you. Кофе – это главное легальное сокровище Колумбии. В прошлом году колумбийского кофе продали на $2,5 миллиарда. Говорят, это столько же, сколько за год наваривают все колумбийские наркокартели. На плантации элитного сорта Медельин Супремо можно взять себе вип-тур, на котором о кофе рассказывают такое. В общем, слушайте, шокирующие факты о кофе. Во-первых, в Колумбии рядом с кофе выращивают бананы. Бананы дают сахар почве, и кофе от этого становится слаще. So please follow me. We're gonna enter our coffee plantation. Боже, какой красивый вход, прям врата. How we transform the little cherry into the best cup of coffee that you like to have every morning. Второй шок. Кофе – это на самом деле семечки из фрукта, которые называют кофейной вишней. Ну правда же, похоже на вишню. This is the good coffee. And this, if you see, you can very easily expel. Wait a minute, this is coffee? This is coffee. Why is it white? I know, it's white. It doesn't look like coffee. It's not the brown. Ребят, кофе белый. Шок-контент. Я не знала, честное слово. To turn it brown like you like your good Yes. coffee, you have to roast it. Шок-факт номер 3. Кофеин, из-за которого и пьют кофе, это на самом деле яд, который кофейное дерево вырабатывает, чтобы его не ели насекомые. For us, it's a pleasure. Yes. But if you're very small, it can be a poison, yeah?
Потом богача везут на кофейную фабрику, где и происходит вся магия. Just drop the coffee in there. Ага, засыпаем. You drop it all in Мытые. there. Come the magic. Magic! So, you can... Whoa! Still... Come on, Tom! You can do it! I believe in you! Вот они, зернышки, белые, белые. В самом деле белые зерна кофе. Вот они. The pulp is gone. The coffee is ready to be dried and then roasted. Колумбийский кофе обжаривают при температуре 260 градусов, все время вращая. Затем фасуют в мешки, отправляют по всему миру, и потом вы его мелите, варите и наслаждаетесь каждое утро. Ну, что я могу сказать? Колумбийский кофе, он очень не густой. Он, как по мне, не крепкий и кисловатый. Заставляют меня все время сниматься. Они все время, я работаю за еду. Я работаю здесь за еду. Это вам не тот волшебный орел и решка, который всегда показывает. Нет, здесь не кормят. Работаем. Работаем. Как мы уже говорили в этом сезоне, звезды примеряли на себя роль ведущего «Орла и решки». И, естественно, не обошлось без дегустации местной еды. Конечно, не все смогли с этим смириться. Я сейчас моргну одним глазом. Это значит, что на меня оказывают давление. Пожалуйста, освободите меня. Меня заставляют есть вот это. Это детородный орган из 4 букв на букву Ч, который я должна сейчас съесть по задумке какого-то умного режиссера или сценариста программы «Орел и решка». Кто-то пытался пронести контрабанду. Ладно, короче, дорновское яблоко я положу, пока никто не видит. А? Нельзя яблоки? Ладно, тайна. Тайна. Ну, спрячь себе рюкзак, потом съеди. Ну, короче, я еще одно взял. Тоже нельзя? Ну, на завтраке давали. Изверги. А кому-то было нормально поужинать и шаурмой. Только что ангел спустился мне на небо и преклонил свое чело и поцеловал меня в язык. Путешествуя с орлом и решкой, звезды встретили такие блюда, которые ни разу бы не указали в своих райдерах. Ты знаешь, детям в детском садике більше дають. Гребешок. Гребешок. А як крабова паличка розогріта? Не могу, я не могу. Сегодня не могу. Тут глазоньки, я не могу. Ну, язычок, конечно, господи. Меня не простят вегетарианцы, мне кажется, за этот кавер. Это выше моих сил. Даже трогать. Не-не-не. А вот этот кусочек мой. Прям такая вкуснотища, не могу. Простите, но не выдержал. Мясо, как будто кто-то срыгнул мясо. Нет, это я есть не буду. Лучше не рисковать, лучше на голодный желудочек, а потом приехать уже домой в Киев, поесть свеженького борщика. На самом деле это полная простите, потому что я до сих пор полоскаю рот кока-колой. Мало того, что блюда попадаются гадкие, долг ведущего «Орла и решки» обязывает о них подробно рассказать. Оно похоже на... Я даже не знаю, на что оно похоже. Сейчас попробую. Оказалось, это еще сложнее, чем их пробовать. Жареный банан. Ну, то же самое, что банан, только жареный. Рис. Рис, как у нас. Чуваки, первый раз в жизни я буду есть лобстеров. Желаю вам того же. Это все равно не мои деньги. Холодные.
Наверное, так и должно быть. Вкусно. Вкусно. Как для слабительного, очень вкусно. Я добровольно, я такое есть не буду. Почему? Ну, прикольно. Ну, невкусно это. Поэтому вместо звезд по традиции дегустировать приходилось кому-то из членов команды. Сань, ну я это есть точно не буду. Может, ты попробуешь? Женечка, тебе кофеечку, небольшой десертик вкусненький. Да. Моллюска, бери, ешь. Вот этот член, ешь его. Я съем с удовольствием. Я их очень люблю. В Это смысле? делается вот так, смотри. Ты любишь члены? Да. Вот это не естся. Вот это все невкусно. А вот это вот. Вот это. О, да вы член, я не Это дал вот соль. оно. Оно сырое, и ты вот это сырое ешь? Это очень вкусно. Это реально очень вкусно. До свидания. Дим, не надо, не надо, не надо. Тебе со мной эти 2 дня. Пошли. Но не переживайте, все наши звезды уже дома, сыты и довольны. Как говорится, в сезоне «Орел и решка» 10 лет ни один ведущий не пострадал. Спасибо большое, Орел и Решка. Да охренеть, я просто похлопаю. Гудков! О, пожалуйста. Мы безумно рады, что свое десятилетие встретили с вами. Ребята, спасибо, что выжили. Такое когда-то нужно повторить. Обязательно. Согласна. Не скоро, конечно. Не завтра. Ни в коем случае Но не скоро. повторим. Обязательно. Орел и решка, вы очень крутые. С днем рождения. С днем рождения вас. Дантес. И хотел сказать и Олейник, и Надя Дорофеева. Спасибо, Орел и Решка, за то, что вы предоставили мне возможность стать сильнее, круче и намного более сумасшедшей. Поздравляю! Ура! Ура! Если мы были не слишком унылые. Не слишком. Унылые, но не слишком. В нашей команде только самые лучшие люди! Я не знаю, говорили это в программах или нет, пока... Давайте славимся! Подожди. Славимся! Короче, еще я хотел сказать отдельное спасибо команде, которая работает за кадром. Это вот режиссеры, операторы, линейные продюсеры. Дима. Все, вам кажется, что только 2 в кадре. На самом деле огромная команда. Спасибо вам. И вас с днем рождения. Некоторые здесь, по-моему, в рабстве, они уже работают лет 800, Вот больше, чем Орел. Рома, например. А мы, команда «Орла и решки», которая в рабстве, хотим сказать спасибо вам, наши зрители, за эти 10 лет. Спасибо, что путешествуете вместе с нами. С вами это тревел-рабство гораздо приятнее. Вы наши самые близкие люди. Пока и увидимся в новых потрясающих сезонах. Е-е-е!